Все владельцы скутеров, особенно китайских, рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как невозможность запустить скутер. В первую очередь, как известно, мы проверяем наличие искры на свече зажигания и наличие топлива, которое должно поступать в карбюратор. Что же делать, когда все это проверили, с искрой и топливом порядок, но двигатель отказывается заводиться? В чем же дело? Где искать причину? И как же сузить круг поиска неисправности? Для облегчения поиска проблемы делим двигатель на две основные области. Первая область – это сам силовой агрегат, поршневая с газораспределительным механизмом. Что здесь может произойти? Проблемы поршневой, такие как износ самой поршневой, залегание колец, как следствие плохая компрессия, клапанный механизм, неверное газораспределение. Вторая область поиска – это топливная система, а именно карбюратор. Он может либо переливать, что не всегда мы можем увидеть на свече зажигания, если двигатель горячий, так как топливо, которое попало в горячий цилиндр, тут же испаряется. Следовательно, увидеть мокрую свечу не представляется возможным. Либо и вовсе не пропускать топливо. Чтобы точно определиться с областью поиска, необходимо отсоединить карбюратор от впускного коллектора. Далее подбираем какой-нибудь предмет, чтобы успешно заткнуть, так сказать, впускной коллектор. У меня это ручка отвертки. И пробуем запустить скутер. Как видим, ничего. Но если у вас скутер издал звук запуска и тут же заглох, значит, первую область поиска, силовой агрегат, мы исключаем и ищем проблему в карбюраторе. Если мы не услышали звук запуска, делаем следующее. Отсоединяем трубку вакуумной магистрали от впускного коллектора, трубку, которая идет с вакуумного клапана во впускной коллектор. Отсоединяем ее от вакуумного клапана. Таким образом у нас получается вот следующая картина. Один конец трубки подсоединен ко впускному коллектору, а второй конец находится в свободном положении. Далее необходимо влить пол-миллиграмма бензина, собственно, в сам впускной коллектор. Оставляем его. Пытаемся запустить двигатель. Как видим, двигатель попытался запуститься. Следовательно, это нам говорит о том, что с силовым агрегатом все в порядке, а именно с поршневой и газораспределительным механизмом. Следовательно, силовой агрегат мы исключаем и ищем проблему в карбюраторе. Но если же мы и после впрыска топлива во впускной коллектор не услышали запуск двигателя, значит, проблема у нас с самым двигателем. И нужно искать причину в поршневой, либо в газораспределительном механизме.